Сегодня я буду готовить ржаной литовский хлеб. Для этого нам понадобится 520 грамм ржаной стопроцентной активной опары. Я приготовила ее накануне. 100 грамм ржаной цельнозерновой муки, 200 грамм пшеничной цельнозерновой муки, 12 грамм меда, 12 грамм коричневого сахара, его можно заменить медом, 12 грамм соли, 5 грамм семян тмина, 10 грамм темного солода, 160 грамм кипятка и 5 грамм масла. Смешиваем солод вместе с семенами тмина и заливаем все кипятком. Перемешиваем хорошо и оставляем на столе настояться и остыть до комнатной температуры. Солод у меня простоял где-то минут 20 на столе. Он не горячий, комнатной температуры. Приступаем к замесу теста. В чашу для смешивания выливаем смесь солода с семенами. Добавляем сахар. Мед отмеряем. И масло. Теперь необходимо добавить опару. У меня она вот такая активная, вся разрыхленная. Поверх я высыпаю всю муку, а поверх муки высыпаю соль. И замешиваю тесто миксером минут 5 на средней скорости, где-то 2-3. Тесто у меня замесилось. Ржаное тесто, оно липкое, поэтому мы смазываем скребок и руки водой, выкладываем на увлажненный стол и формуем в такой жгут, подворачивая все стороны к середине. Форму для выпечки хлеба смазываем растительным маслом и перекладываем в него тесто для расстойки. Теперь поверхность хлеба и края необходимо выровнять. Для этого я использую силиконовую лопатку, смоченную водой. Затем закрываем хлеб сверху полиэтиленовым пакетом и расставим при температуре 27-30 градусов 2,5-3 часа. Расстойку я буду проводить в духовке с включенной лампочкой.
У меня прошло 3 часа. Хлеб хорошо расстоялся, вырос в 2,5-3 раза, и на поверхности видны единичные дырочки. Первые 10 минут я буду выпекать при 250 градусах. Затем я снижу температуру до 230 и допекать еще минут 30. Если поверхность хлеба у вас начинает быстро подрумяниваться и подгорать, можно его прикрыть фольгой. Испеченный хлеб горячим вытаскиваем из формы, выкладываем на решетку и сверху я смазываю заваренным кукурузным крахмалом. Хлеб необходимо оставить на столе на 6-12 часов, чтобы он остыл и созрел, и только после этого нарезать.